Сегодня расскажу о автоматическом выключателе механическом с поддержкой времени, выдержки времени, многофункциональный. Производителя даже не пытайтесь прочитать, что-то сложное. Что это для себя этот выключатель представляет? Блок небольшой длины, так когда в пилот запихиваешь, очень неудобно. Его небольшая длина уже не кажется такой небольшой. Значит, розетка, штекер 220, выключатель таймера, то есть вот в таком положении таймер выключен. Он работает просто все время включенным. Порой бывает удобно. В таком положении, видите, значок таймер. Таймер включен. Вот. Значит, что он позволяет? Данный таймер позволяет, в моем наличии, позволяет выставлять включение электроприборов, вставленных в эту розетку. Их может быть несколько, или может быть вставлен другой пилот, только вы учитываете максимальную нагрузку. В данном случае она составляет 3500 Вт. Что мы имеем? Мы имеем также цифровой блок. Цифровой он потому что с цифрами, не потому что высокоинтеллектуальный. И что? Нам нужно на нем, вот на эту стрелочку, которую вы видите, выставить текущее время. Ленинградское время совсем не 00, 0 часов 0 минут, а вполне конкретное. Выставляем. Обращаю внимание, вращаем мы строго вот по этой стрелочке, как показано. Еще. Ну, смотрите, 2 часа где-то с половинкой. После того, как мы поставили конкретное время, определяемся с тем временем, в которое нам нужно включать. А для того, чтобы было удобнее, я достаю из широких штанин, откуда там паспорт, достаю спичку, вот, потому что ей удобнее всего, и она у вас, наверное, у всех под рукой, по крайней мере, так надеюсь. Вот. Смотрим, допустим, время с 9 часов. Я хочу, чтобы с 9 часов включился свет, и мои бешеные попугаи меня разбудили. Так, значит, кстати, это может быть также, допустим, 3500 Вт позволяет поставить в том числе и чайничек. Так, выставляем вот 9. Электрический чайник, который сам отключается, он вполне сможет приготовить для вас кофе, чай, и проснуться будет гораздо легче. Ну, это может быть все что угодно. Вот я, допустим, выставил конкретное время. Вот сейчас, видите, я выставил включение электричества на час, с 9 до 10. Вот. Ну, можно, допустим, выставить на весь день. Тоже можно это делать все гораздо проще рукой. Выставляем. Так, вот. И, допустим, вплоть до 11 выставили. Все, теперь вот в это время будет подаваться электричество. При этом важный момент, таймер все время должен быть вставлен в розетку. Он действует просто на основе механики, в том самом простом смысле, что он просто крутит этот цифровой блок. Специальная шпилька обеспечивает включение. Ну, допустим, чтобы вам продемонстрировать, я вставлю его сетевой фильтр. Ну, смотрите, на заднем фоне, думаю, вы видите, как свет загорится. Я его немножко поверну. На самом же деле, когда он будет вставлен в розетку, точнее, прямо сейчас он даже вращается, он делает это очень медленно. Ну, примерно со скоростью 1 деление в 15 минут, как можете догадаться. Вот смотрите, значит, происходит, что должно быть видно шпильку. Он поворачивается.
розетка стояла полная. Допустим, чтобы вам получше продемонстрировать, то есть уберу некоторые деления. Вот, допустим, он вращается. Он вращается сам и медленно. Оп, у нас выключилось. Проходит какое-то время. Свет снова включился. Ну, таким вот несмысловатым способом он действует. Все, в общем-то, гениально и просто. Надеюсь, данные знания вам пригодятся и сэкономят ваше время. До свидания.